Ну вот вы купили ваш новый робот-пылесос, такие думаете, сейчас поставим и будет убирать, ничего не буду с ним делать. Но не тут-то было. Сейчас я вам расскажу в этом ролике, что вас ждет, как за роботом нужно ухаживать, что чистить в первую очередь и что самое большее геморройно чистить. Вы видите на видео, здесь у меня встроенный робот без баков. Вообще, когда покупаете робот с баками, то первое, что нужно обратить внимание, это размер баков. Потому что воду вы будете менять очень часто. В зависимости от того, сколько раз за уборку вы поставите, чтобы он ездил на базу, мыл тряпки. Если один раз за уборку, то вам хватит на 4-6 дней. А если вы, соответственно, 2 раза, то хватит на 2-3 дня. То есть вам со временем очень надоест менять воду, сливать эту грязную, вонючую воду. Вы захотите купить модуль подключения. Ну, а я купил вот встроенный робот, потому что мне нравится, когда он в гараже такой. Если у вас обычная щетка-валик без лезвий, то вам придется ее чистить от намотанных волос. У меня, видите, щетка-валик с лезвием. Сама щетка обрезает волосы, но видите, по краям даже у меня щеткой с лезвиями волосы попадают на край чуть-чуть. Но когда у вас обычная щетка, то прям забивается хорошо так по краям. Надо чистить минимум раз в неделю. Если вы будете использовать только такой силиконовый валик, то вам его хватит недолго. Он быстро истрепается и где-то через год точно его придется менять. В отличие от режущего валика, который хватает очень надолго. Под основным валиком забивается вот здесь много грязи, видите? Тот слой несколько миллиметров, он прям налипает, его надо щеткой прям так, это, который идет в комплекте, вот это оттирать. Видите, какие комки грязи. Это надо делать раз в несколько месяцев. Можно раз в месяц. Видите, какие хлопья тут прям вообще здоровые. Ну и сама крышка валика, видите, какая грязная. То есть ее тоже надо очищать. Это такой сменный аксессуар. Потом вот эти штучки, они истрепаются, и нужно будет менять крышку валика. Вот столько грязи было на крышке валика. Поддон пылесоса нужно чистить тоже где-то раз в неделю. У меня, видите, встроенный пылесос, тут поддон мало виден. А в обычных базах поддон прям виден, и грязь, которая там скапливается, когда робот убирает, очень хорошо видно и неэстетически приятно. Вот так вот выглядит мой поддон через неделю уборок. Когда здесь фильтр забивается, вода начинает оставаться, потому что он плохо проходит через там маленькую дырочку, всасывается в базу. Моем его в душе напором хорошенечко, а потом щеткой уже зачищаем. Это такая же классная щетка. Под ноль его трудно вычистить, но так почистили, более-менее стал чистый. Вот эти ребра очень мешают вычищать, и тут оно всегда такое будет серенькое. Если у вас робот с подключением к воде и канализации, то не забывайте чистить вот этот грязный фильтр грязной воды, что он забивается. Если у вас не встроенная база, а модуль подключения к обычной базе, то там тоже есть такой фильтр для грязной воды. Его нужно промывать тоже где-то раз в неделю. Ну и раз в неделю нужно будет очищать HEPA-фильтр и проверять, не забился ли пылесборник. Иногда вот здесь забывается, не может высосать, там какие-то крупные бумажки втянет. Вот, и надо проверять. То мне часто бывало, что достаешь, а он полный. Ну и робот, соответственно, не сосет из-за этого. Значит, так как этот без префильтра сетчатого, который был раньше у начальных роботов, я сделал такую вот
сеточку. То есть это взял от обычного HEPA-фильтра от бризера. Там сделал дополнительные дырочки. Оно, конечно, уменьшило силосаемость, но на ламинате, который у меня, большой не надо. Видите? Чистый практически фильтр. А если вот этого префильтра нету, то вам постоянно нужно или водой вымывать. Ну, короче, геморно оттуда доставать частицы пыли. Они убрали этот префильтр, наверное, пытаясь достичь большей силы всасывания на стенде. Но тем самым сделали большой геморрой людям. Ну или надо просто вот этот фильтр менять постоянно, покупать новый. Такой не очень дешевый. Вот видите, я тут наделал дырочек, чтобы не сильно так уменьшало уж силу всасывания. Но лучше тут сделать сетчатая такая мелкая сетка, там полмиллиметра, 0,3 миллиметра. Вот, но я такую не нашел, нашел только такой. А если вы найдете мелкую сетку, то, конечно, прикольно поставить префильтр из сетки. Ну, такой тоже очищается. У меня много от старого HEPA-фильтра от бризера таких, так что можно нарезать таких долго. Много. Если вы не захотите делать такой префильтр, то вам нужно почаще чистить. 2 раза в неделю. Минимум раз в неделю. А с таким фильтром можно только проверять, не забился ли контейнер с пылью, чем-то крупным мусором. Так, вот вытрусили его. Осталось чуть-чуть пыли. И дальше юзаем. Реже всего вы будете менять мешок с мусором. Где-то я его меняю или вытрухиваю раз в 2 месяца. Да, не ослышалось, его можно вытрусить через эту дырку, когда нет под рукой мешка или жалко денег на мешок, то можно его вытрусить. У меня, видите, здесь увеличенный мешок 4,2 литра. Это у X40 встроенного 4,2 литра. А вообще стандартные мешки 3,2 литра. У роботов сожжения датчика заполнения, уровня заполнения мешка с пылью, так что иногда придется открывать и так вот просто проверять, сколько тут осталось в мешке свободного места. Мешки не очень дорогие, так что их менять, в принципе, тоже не сильно затратно, раз в 2 месяца. Ну и немного про тряпки. Тряпки, хоть как бы он их не мыл, там какой температуры горячей воды, все равно иногда нужно будет их мыть, закидывать в стиралку, чтобы их хорошо вымыть. Я за свое время использования и продаж перепробовал все, наверное, тряпки, что есть на рынке. И хочу вам сказать пару слов про разные виды тряпок, какие они бывают. Ну и познакомить вас с новыми тряпками, которые умеют удерживать температуру. Они отличаются от такое голубое кольцо. Его ни оригиналов нету. Вот такая вот структура у них внутри. Я уже раньше упоминал про них в обзорах пылесосов S50. Вот, а теперь они поступили в продажу. Ссылка будет на них в описании. Эти новые тряпки отличаются увеличенной плотностью. Они весят в 2 раза больше, чем обычные тряпки. Вот так они выглядят с обратной стороны. А вот так вот выглядят с обратной стороны обычные тряпки. Новые тряпки, они прям такие плотные. Прям как из картона. Их нелегко сгибать. Самые хлипкие тряпки, это вот, которые идут обычно в европейских пылесосах. Начиная от L10, заканчивая X50. А вот такие новые тряпки, они появились в S50 и в расширенной X50 китайском. В европейской версии еще нет. Таких тряпок, они появятся только в будущих моделях. Но сейчас вы уже можете купить эти тряпки, они подходят для любых пылесосов. Даже можно Макавакс, Роборок. Вот это на втором месте по плотности. Это такие тряпки распространены в Китае. Они поставляются с S10, X20 поставлялись. А потом заменили на вот такие хлипенькие тряпки. Ну и сейчас у нас также есть в продаже такие вот тряпки. Это как оригинал, но выше плотность.
У них такая же длина ворса. Плотность на изгиб намного плотнее. Этот самый, видите, хлипкий, а этот такой, а этот вообще плотный. Вот. Ну, кроме плотности, есть еще длина ворса. Вы заметили? У нас были в продаже вот такие вот тряпки с самым длинным ворсом, но я их не рекомендую, потому что там при работе ворс сбивается и получается прям такой, он зашлифовывается и ворс в общем вообще не остается. Максимальная длина это может быть вот такая. Мне эти тряпки, наверное, больше всего нравятся. Они самые долговечные. Вот, ну и скорее всего вымывают лучше за счет того, что они по толщине толстые и больше создают давление. Я не буду проводить тесты, как каждой тряпки вымывают, потому что это там разница будет небольшая. Тут больше дело в надежности самих тряпок, сколько они вам прослужат. Самый короткий ворс это вот у оригинальных тряпок. Видите, какой он маленькие такие петлички. У вот этого, который поплотнее, уже не оригинальные, петлички побольше. Тут у нас ворс такой же, как у оригинала. Ну, тут видите, насколько длиннее. Я вообще всегда предлагаю пробовать разные тряпки, какие больше нравятся, покупать там по паре разного вида, уже выяснять, какие вам тряпки больше будут нравиться для вашего пылесоса. Еще что вам придется менять, это антипрокисание для баков чистой водой. Вот такой у всех роботов есть, это шарики серебра, и где-то на год будет хватать, можете смело 1-2 купить. Вот, он надевается на шланг с чистой водой, и в модулях подключения к воде он тоже есть и во встроенных роботах. И вот такой вот дезодорирующий модуль, он, по-моему, есть только в X50, если я не ошибаюсь. Это в бак с грязной водой. Такой черненький модуль. Оригинальный, видите. Такая тоже не дешевая штука. Тоже где-то на год. Раз в год его нужно менять. Еще что вам нужно будет менять, это заливать моющее средство. Здесь вы видите 3 оригинальных моющих средства. Вот такое вот маленькое Dreamy дают в комплекте, 200 всего миллилитров. Это запах такой легкой морской свежести. Ну и вот такой у нас самый популярный, это лимон 1 литр. И самые прикольные, по моему мнению, моющие с самым классным запахом, это Роберока. Но самое дорогое, 500 миллилитров, продается вот такой вот упаковке. И у нее такой классный грейпфрутовый запах. Моющего вам нужно на год где-то 2 литра. Это при условии того, это я говорю из своего опыта, когда у меня 65 метров квартира и каждый день уборка. И тряпки за уборку робот мыл всего 1 раз. Через каждые там 30 квадратов настройки робота было выставлено. Так что смотрите свои площади и частоты уборки, насколько вам хватит моющего. Можете сразу 2 литра смело на год закупать. И вам должно хватить. Ссылки на эти моющие также в описании. Это все, что я вам хотел сказать сегодня про обслуживание роботов. Так что не питайте иллюзий, что вот купите робота и вам ничего не нужно будет его обслуживать. Нет. Ему нужно много уделять внимания, особенно роботу с бачками. Роботу встроенному или с модулем, конечно, намного меньше придется уделять внимание. Со временем эти частые походы к роботу на обслуживание, конечно, немного раздражают. Меня больше всего раздражали смены бачков. А сейчас, после покупки встроенного робота, я только раз в неделю подхожу к нему для смены HEPA-фильтра и посмотреть, не забился ли Dustbox в самом роботе. На этом все. Пока, до следующих роликов.